Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, хотел сказать доброе утро. Ну какое же оно доброе? Все мы видим, что происходит сейчас в Сумах. По Сумам был нанесен удар двумя баллистическими ракетами. Сначала прилетела одна, ударила по улице, собственно говоря. Страшное разрушение в городе, ударила по машинам. То есть, ну что такое баллистическая ракета? Это же здоровенная дура, которая все сносит на расстоянии 200-300 метров. Удар был нанесен по центру города. Люди горели живьем в машинах, разорвало троллейбусы и так далее. Там жуткие кадры из Сум. Кому интересно, у нас на телеграм-канале это все есть. Ссылки все будут в описании к данному ролику. Можете посмотреть, кто еще так случилось, что не видел этого всего. Хотя приятного мало, прямо скажем, это все смотреть. Вот. И, собственно говоря, как только там начались какие-то работы по спасению людей, прилетает вторая ракета на голову, как бы еще одна, туда же. То есть они знали, эти подонки, эти путинские, эти бандиты, они знали, что начнутся спасательные работы и будут на месте пожарные, будут на месте просто люди, которые шли по улицам и прибегут помогать тем, кто попал в беду. Ну и им на голову вторая ракета прилетает почти сразу. В настоящий момент мы знаем более чем 20 убитых. Все, конечно же, гражданские лица, там военных вообще не было. То есть это, еще раз говорю, это вербная неделя. Люди шли в церковь в основном, ну как идут, бабушки идут с внуками, с родителями, с детьми. В основном пожилых много людей было там. Опять-таки, это самый центр города, очень много припаркованных в центре автомобилей. Люди приехали, кто на базар скупиться, кто в магазин, кто в церковь и так далее, и так далее. Просто им на голову упала ракета. Одна, потом вторая. Поэтому, ну, к большому сожалению, я боюсь, что вот эта цифра 20 погибших, она не, наверное, не окончательная. Мы не знаем. То есть там сколько людей в троллейбусе в этом было в разорванном, сколько людей погибло в автомобилях. Ну, и это просто улица. Ну, представьте себе, улица, по которой идут десятки людей в церковь. Ну, вот с кем мы имеем дело. Вот с кем мы имеем дело. Это просто людоеды, это не люди. Вот вам и все. И знаете, я вот смотрю на это все. Это же не первый раз уже такое. Ну, с расистами все ясно, да, сколько у нас, начиная с Бучи, Изюма, Мариуполь, где они просто лупанули бомбами по огромным буквам «Дети», да, по надписи «Дети». Вот. В Херсоне сколько раз, вот, кстати, вот эти кадры из Сум, они мне напомнили кадры из Херсона, это год, наверное, был, то ли 23-й, наверное, год был. 24-й, 23-й все-таки. Я помню точно, а просто такие же кадры из Херсона, когда там по центральному, по площади Свободы лупанули со стороны Сельпо. Градами тогда лупанули. И то же самое, просто на улицах раскиданы тела, и люди ходят, не могут понять, как такое произошло. Сейчас в Херсоне уже никто не собирается. Больше двух, что называется, потому что понимают, что сразу же прилетит. По гражданским, конечно, а по кому же еще? Вот, ну вот Сумы, Кривой Рог и Сумы, посмотрите, вот сейчас, в последнее время, за последние дни, Кривой Рог, потом шахет прилетает по Житомирской области, Озерное, по-моему, населенный пункт называется, по пятиэтажке просто-напросто. И сразу же две баллистические ракеты по Сумам. О чем это говорит? Это говорит о том, что нас кошмарят. А теперь вопрос следующий у меня возникает. Вот то, что нас кошмарят, это очевидно. Удары, то есть вот видите, наши там ударили по какому-то промышленному объекту, военному объекту, а вот в случае с Кривым Рогом, Житомирской областью и Сумами, это четкий удар по жилому объекту, где вообще нет ничего военного, да? Просто. В том случае там дети были, детская площадка и кафе. Житомирская область, пятиэтажка. Сумы, вообще центр города. Нас просто начали кошмарить. Причем, знаете, я вот так смотрю сейчас, то, что Россия, там с ней все ясно, это не люди там, ну, говорить не о чем-то, это все очевидно, тут мы даже нечего обсуждать. Меня другое немножко напрягает. Одновременно Трамп начинает свистеть по всем утюгам, какой он хороший переговорщик.
всем заткнуться, я занимаюсь переговорами. А вот я себя спрашиваю, вот я смотрю на вот эти такие замечательные переговоры, вот мы же видим результат твоих переговоров, Трамп. Вот, кстати, я сегодня взял и Рубио в Твиттер попересылал кадры, видео из Сум, там, где он пишет, как замечательно они проводят переговоры. Ну, я взял ему и прислал результаты их переговоров. Да, так вот я себя спрашиваю, так, боюсь, точнее, сам себя спросить. Думаю, так, вот смотрите, наши отказываются подписывать договор о редкоземельных металлах, наши отказываются сливать Украину, отдавать там. Что там сказал Витков? Что нужно, чтобы заключить мир, нужно отдать Путину 4 области и Крым. Ага. И сразу же по нам, по гражданским, начинают прилетать у нас тут, да? А я себе спрашиваю, это не скоординированная ли это кампания трампопута коллективного? Вот скажите мне, я не знаю. Но у меня начинают закрадываться очень такие сомнения. А не является ли вот сегодняшний удар по Сумам, несколько дней назад удар по Кривому Рогу по детской площадке, не является ли это такой формой принуждения Украины к капитуляции, к тому миру, который нужен Путину? Ведь Трамп боится даже пикнуть против Путина. Вы же сами понимаете, сами это все прекрасно видите. Вот. А кого в этом случае нужно давить, чтобы добиться желаемого? Плюс ему, конечно, нужны вот эти вот полезные ископаемые. И тут, по-моему, интересы Трампа и интересы Путина очень так как-то странным образом переплелись. Хотя не странным. Вот что мне кажется. Может, я, конечно, ошибаюсь, я же ничего не понимаю. Что я могу понимать, когда там Трамп, у него такая прическа, у меня такой прически нет. Вот. Но что-то мне подсказывает, что, по всей видимости, вот этот удар по Сумам, и сразу же после как раз переговоров с Витковым, не находите, а что они там планировали? М? Я не знаю, что они планировали там. 4 часа, 5 часов, о чем они там разговаривали? Не разговаривали ли они о том, каким образом принудить Украину сдать позиции тут и тут? А как ее принудить? А принудить прежде всего ударами по гражданским. Именно по городу. Вот когда, что можно подумать, когда ракета тупо прилетает по улице? Ну что? Центр города. Зачем? Что там есть? Какая в этом военная необходимость? Ну, военная необходимость абсолютный ноль. -1. Нету ничего военного. А значит, и то же самое Кривой Рог. Ну, прилетает по детской площадке. Это просто, вот у меня такой вопрос. Так вот, не является ли это все фактически заранее оговоренным коллективным трампопутом, ну вот этим всем переговорным процессом, принуждением Украины к тому миру, который видится очень вкусным и замечательным Путину и Трампу. Ведь сами посмотрите, что говорил этот трампеныш мелкий. Он говорил, что мы не ту сторону выбрали. Он потом говорит, это не я, это искусственный интеллект говорил, но тем не менее. Нет дыма без огня. Он говорит, мы не ту сторону приняли в этой войне. Ведь посмотрите, тут Россия, тут такой бизнес, а мы на чьей стороне? Угу. Вот, поэтому лично у меня, вот знаете, если бы у Путина были какие-то тормоза в этом плане, если бы ему, например, сказали со стороны Трампа, этот Витков сказал, что смотри, если будут продолжаться удары по гражданским, то будет то-то, то-то и то-то, Путин труслу, он бы этого не сделал. Вот. А тут такое нарочитое, специально, знаете, как будто он выполняет заказ. Как будто вот они о чем-то договорились, и он четко выполняет пошагово, я имею в виду Путина, пошагово те моменты, по которым они договорились. Вот у меня лично создается именно такое впечатление. Вот. А отсюда, соответственно, нужно делать выводы, потому что, вот знаете, есть такое выражение, очень бойтесь первого впечатления, оно обычно правильное. Вот. Поэтому отсюда нужно сделать выводы вообще о каком-либо сотрудничестве с американцами, ну, в том виде, в котором они есть сегодня. Понятно, что когда всю эту шайку, которая там сегодня есть,
она рано или поздно американцам надоест. И там еще будет очень большой разбор полетов. Я там думаю, что там будут в Америке у кое-кого статьи очень нехорошие. Кое-кто сядет на очень длительные сроки в тюрьму. Но тем людям в Сумах и в Кривом Роге, которые погибли, им уже будет все равно до этих сроков, которые получат вот эти вот шмендрики, которые сегодня там, значит, правят бал. Да, так вот по поводу шмендриков. Нам, по-моему, надо пересматривать отношения ну, с Россией там все понятно. Вот, но и с шмендриками тоже, потому что вы видите сами, что... Так, еще раз говорю, у меня создается очень нехорошее впечатление того, что это удар только с одной стороны.